Вы до сих пор думаете, что только гормоны спасут ваши яичники? Да? Это не так. Прямо сейчас слушайте и ощущайте, что я говорю. Прямо сейчас в этом видео расскажу, как вернуть женскую силу и здоровье быстро, мягко и без таблеток. Вы получите конкретные рекомендации, которые вам помогут. Помогли многим, помогут и вам. Нет уже никаких сил скрывать этот рецепт из лекарственных трав для продления жизни яичников у женщин. Нет никаких сил его скрывать. Я хочу, чтобы больше женщин стали здоровее и счастливее в этой интересной жизни. Я хочу, чтобы больше женщин нашли свою любовь, укрепили либидо и реализовали свое материнство. Уверен, многие из вас заметили, что за последние годы стали чувствовать какую-то утомленность, снижение энергии. По анализам уже, возможно, есть низкий АМГ, высокий или повышенный фолликулостимулирующий гормон. И от этого внутри страх, апатия и раздражение. Как будто что раньше вас радовало, то, что раньше вас радовало и вдохновляло, сейчас перестало наполнять, и после всего этого появилось ощущение, что своя женская сила куда-то уходит, и либидо вместе с ним. Очень многие из вас сталкиваются с подобными гормональными изменениями в организме примерно после 35-40 лет. Это время, когда начинает замедляться работа яичников, снижается выработка собственных гормонов, особенно эстрогенов и прогестерона. А значит, проявляется так называемое истощение яичников или ранний климакс. Эти состояния не лечат так горячо любимые гинекологами ни дюфастон, ни фемастон. К сожалению, нет. Какие мысли у вас чаще всего возникают в такие периоды? Может, что же со мной происходит? Это конец? Или, наверное, я не успею или уже не смогу никогда стать мамой? Начинается суета в мыслях, вызванная страхом за будущее. А у многих такие мысли. Значит, нужно скорее бежать за таблеткой к гинекологу или на стимуляцию овуляции, чтобы заморозить яйцеклетки и реализовать материнство потом, когда-нибудь. Вы что, правда думаете, что таблетка сделает вас здоровой? И верите, что размороженный ооцит будет жизнеспособным? Никуда бежать не нужно. Гормоны ничего не лечат, они просто вызывают кровотечение без овуляции. Но это не менструация, это менструально-подобное кровотечение. И побочные эффекты от такого лечения не заставят себя долго ждать. И в этом видео сегодня я хочу поддержать и показать вам, как правильно, мягко и безопасно восстановить свое женское здоровье. Поддержать яичники, укрепить овуляцию, продлить молодость свою. Для этого есть эффективные и научно обоснованные и доказанные методы, которыми люди пользовались веками. И сегодня наука лишь подтверждает их пользу и эффективность. Я знаю об этом не из книг. Я не теоретик, я практик. Потому что продолжаю дело моего прадеда-целителя. Как и он, я уже больше 25 лет помогаю женщинам восстанавливать здоровье, жизнь, судьбу, отношения, яичники. В отличие от многих других специалистов, я имею высшее медицинское образование и руководствуюсь только научными фактами и здравым смыслом. Вы же понимаете, как это важно, особенно в настоящее время. Сотни женщин смогли продлить и продляют сейчас, прямо сейчас свою молодость. Многие из них реализовали и прямо сейчас реализовывают свое материнство, даже если им за 45-35. И уже потом, когда им будет за 50, после реализации своей женской сути, они спокойно, без приливов, без бессонницы, без нервных расстройств, без риска быстрого старения и кровотечений будут входить без страха и тревоги в новую фазу своей жизни с сохраненным здоровьем, с крепким либидо, с яркой сексуальностью. Получилось у них, получится и у вас. У вас получится это. В нашей культуре укоренился устойчивый навязанный продавцами таблеток миф. Если у женщины снижаются какие-либо гормоны, то без таблеточных гормональных препаратов ей не обойтись. Так что ли?
Я вижу и знаю, что многие из страха за будущее, многие из вас идут по пути контрацептивов и гормональной заместительной терапии, ЗГТ. Но этот маршрут чаще всего ведет или в тупик, или в пропасть. Да, гормоны быстро снимают симптомы климактерического синдрома или аменореи, но их прием – это вмешательство в тонкую настройку вашей внутренней системы, особенно раньше срока. Гормоны могут спасти в критических ситуациях, и это чудо современной медицины – спасение жизни. Но повышение АМГ, снижение авариального резерва, повышение ФСГ, легкие приливы – это не угроза для жизни. У приема гормонов есть и обратная сторона – риск тромбозов, онкологическая настороженность, нагрузка на печень, надпочечники, на весь организм, прорывные кровотечения после их отмены. В побеге от страха многие женщины приходят к страху еще большему. Знаете, природа уже дала вам мощное оружие для поддержки собственного баланса. Это психотерапия и лекарственные травы, воздействующие на рецепторы гормонов в клетках. Травы действуют мягко, они осторожно стимулируют, никогда не выжимают из вас кровь. Вы восстанавливаете, укрепляете и сохраняете свой индивидуальный гормональный фон без рисков за будущее. Поверьте мне, за 25 лет работы с женщинами, у которых есть те или иные репродуктивные расстройства, нервные, психологические, я увидел, самый лучший и гарантированный результат дает не борьба с организмом и с собой, а бережное сотрудничество и здравый смысл. Фитотерапия – это не просто бабушкины методы. Нет, это наука, признанная во всем мире. И почти во всех странах мира препараты на основе растений стоят в официальных протоколах. Что это дает вам как женщине? Ну, во-первых, растения содержат фитоэстрогены. Это вещества, подобные по структуре женским гормонам, но они действуют намного мягче гормонов в таблетках. Они не выключают ваши яичники как контрацептивы или ЗГТ, а аккуратно и мягко поддерживают и восстанавливают ваш гормональный фон, помогают яичникам восстановиться, запустить процесс роста фолликулов для здоровой овуляции, а значит для продления молодости и реализации материнства. Во-вторых, в лечебных травах много веществ и антиоксидантов, которые защищают ваши клетки от преждевременного старения, снабжают ваши яичники микроэлементами. В-третьих, некоторые травы активируют кровообращение в органах малого таза, что крайне важно для правильной работы репродуктивной системы. Очень важно. И, наконец, это еще и поддержка нервной системы. Хронический стресс – это главная причина, которая выключает яичники почти так же, как контрацептивы. Поэтому чаще всего нужна правильная, грамотная, добрая психотерапия у врача, а не у голожопого психолога или психологини из Инстаграма. Грамотная фитотерапия вместе с психотерапией помогает мягко снять тревожность, улучшить сон, почувствовать себя снова на своем месте. И сейчас, чтобы не томить вас, я перехожу к самому главному, ради чего вы смотрите это видео. 7 лекарственных трав и одна дополнительная, которая по научным наблюдениям лучше всего подходят для поддержки и продления молодости яичников. Я расскажу, как они работают, как правильно сделать сбор из этих трав, расскажу про конкретный способ приготовления и приема лекарственного фитопрепарата из этих трав. Первая трава – это обычный клевер, красный луговой. Он богат фитоэстрогенами, они мягко воздействуют на рецепторы в ваших яичниках. Клевер помогает улучшить кровоснабжение органов малого таза, повышает восприимчивость, улучшает восприимчивость к выработке эстрогенов. Вы можете принимать его отдельно, но лучше всего принимать в
в составе сбора, о котором я расскажу чуть позже. Второй компонент вашего сбора – это шалфей лекарственный. Он известный всем как растение для женского здоровья. Его компоненты стимулируют естественную секрецию собственных эстрогенов. Он помогает восстановить менструальный цикл и снимает симптомы ПМС. Третья трава – это ортилия однобокая или боровая матка. Она одна из лучших трав для восстановления цикла и восстановления работы яичников. Помогает при нерегулярном цикле, при спаечных процессах, при небольших воспалительных процессах. Она обладает прогестеронподобным эффектом, что особенно полезно для второй фазы цикла. И еще от нее, в отличие от дюфастона, не появляются миоматозные прогестерон-зависимые узлы в матке. Ни в коем случае. Четвертая трава – это красная щетка. Радиола четырехчастная или четырехчленная. Она обладает эстрогенподобным эффектом. Мягко, безопасно стимулирует гранулезные клетки растущих фолликулов на выработку эстрогенов. В составе этого сбора она улучшает работу гормональной системы, улучшает выработку ваших половых гормонов. Пятая трава – это манжетка обыкновенная. Растение, которое улучшает работу щитовидной железы. А как вы знаете, от здоровой работы щитовидки зависит работа яичников. Естественно, это предотвращает преждевременное старение. Ну, естественно, согласитесь. В фитотерапии используют манжетку для поддержки при любых видах гормональных изменений. Шестая трава – это корень солодки. Солодка – один из самых лучших адаптогенов. Способствует выработке гормонов, прекрасно работает в составе сборов и усиливает действие других трав. И еще одна лекарственная трава – листья малины. Это растение, эти листья малины активно используются в восточной медицине для оживления женского здоровья. Улучшает кровообращение, питает яичники, помогает справляться со стрессом на фоне гормональных изменений. И восьмая трава, которая не только усиливает эффект всех трав, но и благотворно влияет на печень и желчный пузырь. Это очень важно, если раньше вы принимали гормональные препараты, контрацептивы или заместительную гормональную терапию. А теперь я подробно расскажу и покажу, как приготовить сбор. Вот вы купили травы. Поставьте их по порядку перед собой. Чуть ближе к себе поставьте емкость, банку, любую емкость или банку, закручивающуюся крышкой. Теперь насыпаете каждой травы по 2 столовых ложки в эту банку. Получается, вы насыпаете 2 столовые ложки шалфея, боровой матки, красной щетки, манжетки, клевера, корень солодки, листья малины. И потом в конце в эту же банку вы добавляете 1/3 чайной ложки полыни. Все перемешайте. Теперь у вас готов сбор для восстановления своего здоровья. Без гормонов, без побочных эффектов. Как готовить настой? Поставьте перед собой литровый термос, налейте в него крутого кипятка, подержите 1 минуту, вылейте кипяток, насыпьте 2 столовые ложки готового сбора в термос, закипятите чайник. Когда он закипит, подождите еще примерно полминуты и налейте воду в термос. Не кипяток, а 90 градусов, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ. Оставьте настаиваться минимум 2-4 часа. Также этот настой можно делать на ночь прямо перед сном. Термос при этом должен находиться около вашей кровати. Утром вы встаете, проводите утренний свой туалет, делаете небольшую, но эффективную зарядку, то есть заряжаетесь на целый день, пьете водичку с лимоном. После этого вы бодро и ярко берете свой волшебный термос, открываете крышечку, процеживаете, переливаете настой в другую емкость. Полученный настой нужно выпить в течение дня
независимо от приемов пищи. Курс лечения составляет от 21 до 30 дней, в зависимости от вашего состояния. Сколько нужно конкретно дней вам и другие конкретные рекомендации в зависимости от вашего гинекологического, репродуктивного, психологического и нервного и эмоционального статуса я даю на онлайн-консультации по видеосвязи. Запишитесь на консультацию под ссылке под этим видео. Важное условие. Последний прием пищи должен быть за 5-6 часов до сна. И еще. Не используйте этот настой постоянно, месяцами без перерыва. Яичники и вы тоже нуждаетесь в отдыхе и периодической смене трав. Техника безопасности и противопоказания. Это естественно, потому что здоровье всегда на первом месте. Прежде чем вы начнете фитотерапию, запомните несколько правил. Если есть такая возможность, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Особенно, если ранее вам назначали гормональную терапию. Хотя я знаю, что большинство врачей не верят в силу трав и не верят в силу собственного организма. Не верят. Не рекомендуется использовать травы беременным, кормящим, если есть подозрение на любые злокачественные новообразования, особенно гормонозависимые. Также при тяжелых аллергиях на растения, если у вас была аллергия на что-то из семейства бобовых, то будьте осторожны с клевером. При тяжелых заболеваниях печени и почек тоже нельзя. Если вы принимаете сильно действующие препараты для коррекции давления, сахара, крови, антикоагулянты, то тоже не нужно. Никогда не превышайте рекомендуемые дозировки. Фитопрепараты работают мягко, но передозировка может вызвать головокружение, расстройство стула и аллергические реакции. Если появились какие-то необычные симптомы, зуд, высыпание, какие-то боли, прекратите прием и, если есть возможность, обратитесь за консультацией. Возможно, вам нужен другой сбор. Самый безопасный путь – доверять своему телу и идти маленькими шагами. Слушайте себя и не позволяйте никому, даже мне и любому другому врачу, заставлять вас делать то, что вам не подходит. Помните, ваше репродуктивное и гормональное здоровье – это не только цифра в анализах или дата в паспорте. Это право женщины быть собой, сохранять свою энергию, свою внутреннюю весну как можно дольше. Природа же не зря дала вам миллионы фолликулов в яичниках. Столько, что их хватит на много женских жизней. Но бывает так, что, ведя неразумный образ жизни, женщина раньше времени растрачивает свою энергию. И этой энергии уже не хватает на поддержание репродуктивной функции. Поэтому не гормоны в таблетках, а именно лекарственные травы и многое другое, о чем я рассказываю в видео на этом канале, на консультациях, на мастер-классах, на тренингах, помогают вам возродить свой репродуктивный потенциал еще на долгое время. За многолетнюю практику работы с женщинами я ясно вижу. Даже если вам кажется, что ваш ресурс на нуле, вернуть себе женскую гармонию и здоровье реально. И сделать это можно безопасно и без рисков, и без побочных эффектов. Дайте своему телу возможность зажечься заново. Я постарался сделать это видео для вас максимально полезным. Моя миссия и смысл моей жизни – сделать женщин здоровыми. Чтобы они рожали здоровых детей, жили долго, помогали своим детям, если они захотят воспитывать своих внуков. В поддержку этого видео напишите любой комментарий под этим видео и поделитесь им. И пусть ваш позитивный комментарий будет первым шагом к своему здоровью, к проявлению своей собственной благополучной судьбы в своей интересной жизни. И напоследок вам скажу, помните, что никто не сможет позаботиться о вашей внутренней весне лучше, чем вы сами. Ваше право быть здоровой, энергичной и желанной. Это ваше право. Я рядом, чтобы поддержать вас на этом пути. Вся моя деятельность направлена на это. Я с нетерпением жду ваши комментарии и вопросы.
Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапегов.